А теперь пришла пора проанализировать ваши автоматические мысли. Бывало ли такое, что вы испытывали чувство вины, злость, раздражение, обиду, но не понимали, откуда это к вам пришло? Или же слова другого человека вызвали у вас неожиданно бурную реакцию, но потом уже, поговорив с человеком об этом, вы поняли, что просто неправильно истолковали его слова? Сегодня мы разберемся, как же понимать свои реакции, а также проверим обоснованность негативных мыслей. Дело в том, что негативные мысли возникают у каждого человека в тот или иной период жизни. Но что нас более интересует, то, как это происходит с людьми, которые вышли из групп, организаций, которые некоторые люди называют культами и сектами. Интересно, что бывшие свидетели Иеговы, когда они были в организации, тогда им навязывались те или иные мысли, система убеждений и последующие как раз модели мышления, которые подкрепляли эти убеждения. И даже когда уже люди вышли из организации по прошествии очень многих лет, они продолжают мыслить так же и верить в некоторые из этих вещей, которые все еще остались с ними. И поэтому нужно понимать, как наша эмоциональная реакция связана с той самой ситуацией, которая возникла, и какие именно мысли родились в нашей голове, возможно, которые мы не осознаем. К примеру, наша эмоциональная реакция, вот ситуация, человек чувствует себя подавленно и чувствует, что он никчемный человек, и он недостоин хорошей жизни. И когда он спрашивает себя, окей, я так себя чувствую, но что же предшествовал этому переживанию, этому чувству? И тут он вспоминает, что его знакомый сказал, что здесь ты поступил очень странно, и ты мог поступить лучше. И вот именно эти слова он интерпретировал иначе. И мысль, которая у него появилась, так как раз-то, окей, я никчемный человек, я недостоин хорошей жизни, и как следствие вина из-за того, что он недостаточно много делает, он сам по себе недостаточно хороший. И вот на этом примере видно, как именно ситуация, то, что в реальности произошло, слова человека, вызвало нашу эмоциональную реакцию. И те самые мысли, которые запустили эту эмоцию. И вот именно мысли необходимо отслеживать. Когда мы отслеживаем мысли, можем потом уже задать соответствующие вопросы к этим мыслям и проанализировать, а так ли это на самом деле. Интересно, что существуют некоторые как раз ментальные искажения, которые зачастую люди используют автоматически. И один из них — это ментальный фильтр. Когда у нас есть определенная система убеждений, и всю информацию, окружающую информацию в мире, мы сканируем и выбираем только те факты, которые подтверждают наши убеждения. К примеру, как бывшие свидетели Иеговы, возможно, вы где-то еще верите, что скоро будет Армагеддон. И когда вы смотрите новости, и вы видите, и как раз вылавливаете те самые факты, которые подтверждают ваши убеждения. Возможно, ситуация с ковидом, эпидемией или другими недавними событиями как раз говорят вам о том, что окей, это скоро будет Армагеддон. Вот, смотри, все признаки налицо. Но для другого человека, у которого другое убеждение, который не думает, что свидетели Иеговы единственная верная организация, который верит, что Армагеддона не будет. Он читает новости, и для него это совершенно другая информация. И, возможно, он даже это не особо связывает с верованиями свидетелей Иеговы. У него как раз вылавливаются другие факты из пространства. Также чтение мыслей. Когда мы думаем, что мы знаем, что думает другой человек. Возможно, какие-то наши друзья, знакомые нам не отвечают некоторое время, и думаю, ну, значит, я не нужен этому человеку, этот человек меня не любит.
Возможно, те самые друзья, знакомые, которые все еще остались в организации и которые прервали с нами связь по каким-то причинам, и мы думаем, значит, они нас не любят. Но так ли это? Есть ли какие-то факты, которые говорят об обратном? И похожа ли вот эта реакция человека, если он контактирует с вами или не контактирует, на его обычную реакцию? Возможно, есть какие-то другие факты, которые мы упускаем, когда мы делаем такие суждения. И зачастую так и бывает. И можем ли мы это знать? Или мы можем спросить человека, и вот я, когда ты поступаешь так и так, я чувствую себя вот так. Так ли это? И посмотреть, что он скажет. Просто посмотреть на ситуацию под немного другим углом. Или, возможно, предсказание будущего. Мы думаем, что мы знаем, что будет происходить в будущем. Скорее всего, когда вы уходили из организации свидетелей Иеговы, как-то часто бывает, вам говорили о том, что они знают, что будет с вами в будущем. Что если вы выйдете из организации, то у вас будет очень никчемная жизнь, вы ничего не добьетесь в жизни и так далее. И, возможно, вы также и думаете о себе сейчас, по прошествии некоторого, возможно, долгого времени, и вы думаете, что ну все равно я ничего не добьюсь, все равно ничего хорошего в жизни не будет и так далее. Но откуда вы это знаете? Знаете ли вы это, потому что вам кто-то об этом сказал? Или вы понимаете, что наши мысли — это всего лишь наши мысли, и порой они совершенно не соответствуют фактам. Важно рассматривать факты. Также самооценка — тоже большая тема, и то самое критическое «я», которое у вас могло возникнуть, когда вы вышли из организации. И, возможно, вы даже обвиняете себя где-то в событиях, которые произошли. Возможно, в том, что какие-то ваши родные и близкие все еще остались в организации. Возможно, вы вините себя за то, что не смогли сделать достаточно, чтобы вызволить их из организации. Или вы привели в организацию каких-то людей, и вы уже ушли, а эти люди все еще там. Но вопрос, можете спросить себя, не беру ли я на себя ответственность за других людей? Или не беру ли я на себя больше ответственности, чем есть на самом деле? Потому что у людей своя жизнь, и мы не можем прожить их жизнь за них и принять решения за них. Мы можем отвечать только за самих себя и показывать своим примером и так далее. И здесь рождается новая тема, это тема должествования. Когда порой, особенно когда вы в организации, есть очень-очень много, что ты должен. Возможно, вы служили пионером и говорили, что вот ты должен быть примером в собрании, примером для других, быть всегда ответственным, всегда пунктуальным, очень-очень много проповедовать и так далее. И этого всегда было недостаточно. Всегда говорили, ты можешь стараться больше, делай больше для Иеговы и так далее. И никогда не было такого, что ты достаточно хорош. Это всегда было недостаточно. И, возможно, сейчас это все еще сохранилось с вами. И это ведь требовалось не только в самой организации, но даже когда вы выходили в мир, должны были быть примером. И порой те вот завышенные планки, даже люди, которые находились в собрании, было неважно, что происходит внутри, возможно, на кухнях, за закрытыми дверями, но важно было именно показать вот, что с виду все прекрасно, мы хорошие, ответственные, как часто это происходило. Но именно вот эта вот планка, завышенная планка, возможно, могла остаться с вами. Но и опять же, не беру ли я на себя больше ответственности, чем есть? И если я должен, надо, то кому надо? Кому вот сейчас нужно, чтобы вы так много старались, делали и доводили, возможно, себя до изнеможения, потери сил, каких-то болезней? И где то самое хочу, и где ваши ценности? Что реально для вас ценно? Что нужно именно вам? Чего именно вы хотите в каждой из ситуаций в вашей жизни?
Еще одно ментальное искажение — это черно-белое мышление. Возможно, вы думаете, что есть только один из вариантов, как если вы были свидетелями Иеговы, то вы помните, что было только мы или они, овцы или козлы. И вот всегда было это разделение. И поэтому, возможно, с вами еще осталось понимание того, что нету полутонов, есть только один вариант или другой. И тут важно посмотреть, есть ли какие-то, опять же, факты, которые я не учитываю. Учитываю ли я всю информацию? И, возможно, есть какой-то промежуточный вариант, более нейтральный вариант, который я просто не рассматриваю. И вот все эти вопросы необходимо задать. И какое было бы у меня мнение на этот счет, какая эмоциональная реакция, если бы я был в другом состоянии? И как бы на эту ситуацию посмотрел другой человек, какой-нибудь определенный человек, которому вы доверяете, и что бы он сказал, когда бы он столкнулся с такой же ситуацией? Если бы ему сказали то, что сказали мне, как бы он по себе повел? Или как бы я себя повел через 10, 15 лет, 20? И когда мы смотрим на вот ситуацию, которая возникает с определенной дистанцией, тогда возникает та самая необходимая нам свобода. Когда мы просто можем посмотреть на ту же самую ситуацию немножко с другой стороны. Это нас освобождает. И что же вы можете сделать сейчас? Есть интересный момент — дневник эмоций. Когда вы записываете те самые эмоциональные реакции, которые возникают, что я почувствовал злость, раздражительность, обиду и так далее. Просто выписываете, и тогда вспоминаете ситуацию, что именно предшествовало этому. Возможно, был человек, который вам что-то сказал, или не обязательно. Возможно, вы просто вспомнили какую-то ситуацию, и именно эта ситуация уже родила какие-то мысли, и эти мысли запустили эмоцию. Если вы просто выписываете и отслеживаете свои реакции, ситуацию и те самые мысли, и потом к этим мыслям задаете вопросы, которые мы обсудили. А так ли это? А все ли я учитываю? И так далее. И чем чаще вы будете использовать эту технику, и отслеживать, и задавать вопросы, тем, возможно, вы сразу не измените те самые мысли, которые у вас возникают автоматически, но, по крайней мере, вы немножко их расшатаете и поймете, что есть и другие варианты. Не только привычные нам, но и другая, есть более полная картина, те самые факты, которые мы порой не учитываем. И это уже поможет. Можете внизу в комментариях написать, как это вам помогает сейчас, если вы уже используете эту технику, или как это может помочь вашим друзьям и знакомым, которые могут сталкиваться с похожими ситуациями. Спасибо и до новых встреч!